Всем привет! В этом видео я расскажу и покажу основные моменты вязания такого жакета. Это жакет с цельновязанным рукавом с окатом. И более подробно на рукаве я остановлюсь чуть позже. Я выбрала для этого жакета простой узор и простую горловину. Основной целью его вязания было попробовать связать рукав такой формы. Как вязать сам узор, есть отдельное видео на моем канале. Ссылку под этим видео я оставлю и повторяться здесь не буду. Связан он на 50 размер. Пряжа. Это Ернард джинс шини, или как она называется. Колора здесь, к сожалению, нет на этикетке. Ни на одной не было. Это пряжа такая же, как Ернард джинс обычная, только с люрексом. Состав 55%, хлопок 45%, акрил. 50 граммах 160 метров. Значит, вязала спицами 3 миллиметра, и на этот жакет у меня ушло 300 граммов. Связан он отдельными деталями, отдельно спинка с рукавами. И отдельно полочка, также с рукавами. Начинала вязание я со спинки. Сделала расчеты для спинки, связала ее и уже по спинке затем делала расчеты для полочек. Планка здесь тоже цельновязанная. Одновременно с полочками вязалась. Здесь соединения были по открытым петлям плечо-рукав. Здесь шва, конечно, не видно. И по боковым частям здесь я соединяла, как обычно, крючком по кромочным петлям. Застежку я сделала на одну пуговицу. Здесь у меня магнитная кнопка и пришита сверху пуговица. Мне не очень понравилось, я попробовала на образце на этой пряже вывязать отверстие для пуговицы. И, в общем-то, не очень красиво смотрелось, поэтому я решила сделать магнитную пуговицу. Это очень удобно и хорошо держится. На рукавах просто пришила по 2 пуговицы. Итак, я покажу расчеты и на образце покажу основные моменты, как вывязывать этот рукав. И сейчас я расскажу, как рассчитать. Схематично то, что я вывязывала, выглядит вот так. Если посмотреть синим цветом, я обозначила Т-образную форму рукава. И красным цветом то, что я вывязывала. То есть этот скос по плечу и скос самого рукава, чтобы он более комфортно сидел на фигуре. Итак, перед началом вязания необходимо связать образец. Лицевой гладью можно вязать, не обязательно узором ажурным. У меня получилось одинаково. И лицевая гладь, и ажурный узор, плотность одинаковая. Определите свою плотность вязания. У меня плотность вязания в 30 петлях было 15 сантиметров, то есть в 1 сантиметре 2 петли. И в длину в 1 сантиметре 3 ряда. Я для себя определила на свой размер ширину спинки 51 сантиметр. И дальше рассчитывала так. 51 сантиметр я умножила на 2 петли моего образца, и получилось, что мне нужно было 102 петли. Теперь мне нужно было рассчитать, сколько у меня поместится в этом количестве петель раппортов узора, так как я вязала узор. 102 петли я разделила на 15 петель узора, так как раппорт в ширину моего узора составлял 15 петель. Получилось 6,8. Я оставила 6 раппортов и дальше рассчитала. Эти 6 раппортов я умножила на 15 петель, 90 петель занимают
ажурный узор. От нужных мне 102 петель отнимаю 90 петель ажурного узора, и получается 12 петель в остатке. И дальше я распределила так. Эти 12 петель я разделила пополам и вязала их просто лицевой гладью, а по центру распределила 6 раппортов узора, то есть 90 петель. Дальше к этим петлям 102 петли я прибавила 2 кромочные, и получилось 104 петли. Простейший расчет. 104 петли я набирала на спинку. Вот отсюда начинается вязание, и вяжется ровное полотно до начала вывязывания рукавов. Сейчас я на спинке покажу. Вот набирала я ровное полотно. Если посмотреть от шва, вот эти 6 петель лицевых, затем идет узор 90 петель и опять 6 лицевых. Снизу я провязала 4 ряда платочной вязки и 2 ряда лицевой глади. Один ряд лицевыми петлями, второй изнаночными. И затем уже перешла на узор. Всего я провязала высоту так ровно до начала вывязывания рукавов 96 рядов. По длине, сейчас я измерю, сколько это, я уже не помню. До начала вывязывания рукавов у меня получилось 32 сантиметра. И дальше, как я рассчитала рукав. Первое. Нужно определиться, какой длины вы хотите рукав. Для себя я определила длину 17 сантиметров. И для того, чтобы понять, сколько набирать изначально, также нужно определить, насколько вы хотите опустить этот рукав по руке. Я сделала небольшое количество сантиметров, его можно увеличивать. Но мне этого было достаточно, рукав не слишком длинный. Если он длиннее, можно и еще сильнее. Но даже и при таком можно немного больше. Я свои размеры даю. Здесь я определила окат 4 сантиметра, и здесь скос тоже 4 сантиметра. Поэтому от нужной мне длины рукава 17 сантиметров я отняла эти 4 сантиметра, и получилось, что для того, чтобы начать вязать рукава, мне нужно было добрать по 13 сантиметров с каждой стороны. И дальше расчет петель. Вот я отняла от 17 4 сантиметра, получилось 13 сантиметров, и определила, сколько мне нужно добрать петель. 13 сантиметров я умножила на свои 2 петли, так как у меня в 1 сантиметре 2 петли. Получилось 26 петель. Прибавила 2 кромочные и число 28 петель с каждой стороны. Я распределила петли так, чтобы у меня по краю рукава сразу так же точно вывязывалась планка. Сейчас я на рукаве покажу сначала расчет. По краю рукава у меня я вывязывала 2 кромочные, двойная кромочная, чтобы край был более плотным. Затем планка 3 петли платочной вязки, и оставшиеся 23 петли я вязала просто лицевой гладью. Дальше прибавки. Прибавки — это вот эта часть. То есть мне нужно выйти вот сюда. Вот здесь у меня 13, мне нужно выйти на 17. В 4 сантиметрах у меня 8 петель. Вот эти 4 сантиметра составляют 8 петель. То есть до 17 нужно мне добрать эти 8 петель, которые я изначально отняла. Кроме этого, у меня по верху рукава вывязана дорожка платочной вязки. Она примерно 1 или 1,5 сантиметра. Но при расчете я учитывала ее 1 сантиметр этой платочной вязки. Поэтому я сразу из этих 17 сантиметров
Вот здесь у меня тоже 17 сантиметров я не написала. Ширину я определила 4 сантиметра, высоту рукава, или нет, даже не высота, это ширина рукава, та, где будет рука. У меня тоже 17 сантиметров. Вот здесь у меня будет еще платочная вязка. Поэтому мне ее также нужно учитывать. От 17 сантиметров я отняла 1 сантиметр платочной вязки. Получилось, что мне нужно провязать высоту с прибавками 16 сантиметров. Сколько это рядов? У меня в 1 сантиметре 3 ряда, поэтому я 16 сантиметров умножаю на 3 ряда, и получилось, что мне нужно провязать 48 рядов. За 48 рядов, вот до платочной вязки, мне нужно провязать 48 рядов. За эти 48 рядов я должна прибавить эти 8 петель. Поэтому я 48 рядов делю на 8 петель. Получается, что в каждом 6-м ряду мне нужно было делать прибавку. И я делала прибавки. Как я это делала, я сейчас буду показывать. Как я набирала петли, как я делала прибавки. Я сейчас на образце все покажу. Пока расчет. Прибавки я делала в каждом 6-м ряду, начиная с 5-го ряда. В 5-м, в 11-м, в 17-м, 23-м, 29-м, 35-м, 41-м и 47-м. Так вот, если взять рукав, вот прибавки. Это планка, 2 кромочные, 3 петли платочной вязки, остальное лицевая гладь. Вот здесь я набрала 13 сантиметров и делала прибавки до начала вывязывания укороченных рядов для оката рукава. Платочная вязка у меня связана и по спинке, и по полочке, а в центре идет шов. Вот она. Итак, когда я провязала эти 48 рядов с прибавками, дальше я начала вязать укороченные ряды. Как рассчитать эти укороченные ряды? Опять же, высчитываем, насколько мы хотим опустить рукав. У меня это 4 сантиметра. В 4 сантиметрах у меня, по моему образцу, 12 рядов. Так, вернусь. Нужно определиться, сколько вы хотите захватить петель для оката. Я для себя определила только эту часть. Можно окат делать до самого плеча. От этого идет расчет, сколько петель у вас будет здесь для укороченных рядов. У меня это 41 петля. Без кромочных. Кромочные я не считала. Итак, окат 4 сантиметра у меня, 12 рядов. От этих 12 рядов я отнимаю 2 ряда для того, чтобы мне провязать их после провязывания укороченных рядов выравнивающими. Поэтому я делю петли, количество своих петель, на 5 групп, то есть 10 рядов. Не 12, а 10 рядов я провяжу укороченными рядами и 2 ряда выравнивающие. Всего будет 12 рядов, то есть я выйду на ту длину, которая мне нужна. И я эту 41 петлю распределила на равное количество, и у меня получилась одна в остатке, поэтому я ее прибавила со стороны начала рукава, края рукава. 9, 8, 8, 8 и 8. Это количество петель, которые мы будем захватывать при провязывании укороченных рядов. Укороченные ряды в данном случае вяжутся так же, как при вывязывании реглана и других
способах также делается, вывязывается окат рукава, это обычно, но это я тоже все покажу. Еще по поводу расчета. Я для себя определила высоту проймы 21 сантиметр. Если высоту проймы вы хотите сделать больше, то здесь уже тогда будет ниже окат или шире рукав. То есть исходите именно из этого количества. Я определила ширину рукава, что я хочу 17 сантиметров. И исходя из высоты проймы 21 сантиметр, мне нужно было вот здесь вывязать 4 сантиметра. Если было бы у меня 22, например, и я хотела бы выйти на 17, то здесь у меня уже было бы 5 сантиметров. Я думаю, это понятно. Итак, сейчас я покажу на образце, как я вязала, как набирала петли, прибавки как делала, как вязала укороченные ряды, и затем уже расскажу все, что касается полочек, расчет и так далее. Это мой образец, который я вязала видео по узору, и на нем я буду показывать. Вот это моя спинка. Та часть, которую я провязывала ровно так, как я сейчас рассказывала. До начала вязания рукавов все вяжется ровным полотном. Провязала эти 96 рядов на спинке и пришла к тому ряду, где мне нужно набирать петли для рукавов. Я набирала их сразу с начала ряда. Для этого я разворачиваю вязание на изнаночную сторону и набираю петли. Набирать можно разными способами. Я набирала так. Подхватываю снизу нить, разворачиваю и делаю скрещенный накид. Я наберу по 10 петель дополнительно для образца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На своей спинке я набирала по 28 по расчету моему. Итак, в начале ряда сначала набрала, затем провязала ряд и в конце набрала по 28 петель. Первую петлю провязываю. Следующую провязываю тоже. Это будет 2 кромочные петли. Затем 3 петли платочной вязки у меня на рукаве. Но они по лицевой стороне тоже вяжутся лицевыми. И оставшиеся петли я провязала тоже лицевыми, так как вязала лицевой гладью. Поэтому здесь все вяжется пока лицевыми петлями. Кромочная теперь тоже провязывается, которая была кромочная. Здесь я сейчас в образце не буду уже вязать узор. На спинке понятно, да, что по центру я продолжаю вязать узор, только рукава вяжу лицевой гладью с планками, так как я показала по расчету. Здесь для быстроты вязания, чтобы не занимать ваше время, я буду вязать уже дальше просто лицевой гладью. Итак, я довязываю этот ряд до конца. И в конце ряда также на спинке для второго рукава набрала по 28 петель. Здесь наберу также 10, как я набрала в начале ряда. Довязываю. Кромочную теперь тоже провязываю. И также точно набираю 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разворачиваю вязание и провязываю изнаночный ряд. И здесь также
формирую планку на рукаве. Первую петлю сначала провязываю, дальше это будет кромочная. Следующую петлю провязываю, не провязываю, провязываю лицевой, с этой стороны это вторая кромочная. В следующем ряду я ее буду снимать. Значит, 2 петли провязала, теперь 3 петли платочной вязки. Здесь они тоже вяжутся лицевыми петлями. 1, 2, 3. А дальше у меня лицевая гладь, поэтому я провязываю по изнаночной стороне изнаночными петлями. Сначала не очень удобно они. Их лучше хорошо затягивать изначально петли, когда набираете, чтобы они потом не разбалтывались. Поэтому немного туго. Но зато они потом будут лучше так сидеть. Вернее, смотреться. Дальше довязываю ряд до конца изнаночными петлями. И дальше я провязывала, так, вывязывая планки с обеих сторон, 4 ряда всего. Это уже второй ряд и еще 2 ряда. Рукава, так как я сказала, по центру узор, просто ровно 4 ряда. И начиная с 5-го ряда я начала уже делать прибавки. Я сейчас для того, чтобы было, наверное, лучше показать, довяжу этот ряд до конца и провяжу еще 2 ряда. И также будет как на моем изделии в 5-м ряду. Сделаю первую прибавку и покажу, как я это делаю. И вот я провязала 4 ряда от начала набора. И в 5-м ряду начала делать прибавки. Прибавки делала так. После планки из лицевой петли вывязывала 1 петлю и перед планкой из лицевой петли вывязывала 1 дополнительную петлю. Как я это делала? Значит, здесь 2 кромочные. Первую кромочную снимаю, вторую провязываю лицевой. Дальше 3 петли платочной вязки, моя планка. И из следующей лицевой петли я вывязываю дополнительную петлю. Эту лицевую петлю я сначала провязываю, затем, сейчас попробую так показать, подхватываю нижнюю петлю, вот она лицевая петля, из которой вышла нить, и под ней лицевая петля. Я ее подхватываю на спицу и провязываю лицевой. Вот таким образом. Дальше провязываю. 1 петлю я прибавила. Дальше провязываю ряд до конца. Не до конца, а до планки. И из последней лицевой петли перед планкой вывязываю еще 1 петлю. Ой. И так я прибавляла в каждом 6-м ряду, начиная с 5-го ряда, так как я показала по расчету. Сейчас я уже довяжу быстренько. Так, 2 кромочные, 3, еще 2 лицевые. И вот последняя петля перед планкой, лицевая. Вот перед планкой лицевая петля. Вот нить, которая на спице, захватываю петлю, из которой вышла эта нить, также ее на левую спицу и провязываю лицевой.
И затем уже саму эту петлю провязываю. Прибавила еще одну петлю. Дальше провязываю планку 3 петли, предпоследнюю кромочную снимаю нить перед работой, последнюю провязываю изнаночной. Изнаночные ряды я провязываю без убавок и прибавок, только не забывайте провязывать планку 3 петли платочной вязки после 2 кромочных. Все остальные петли изнаночные. Итак, вот таким образом, я уже не буду несколько раз показывать, здесь прибавлять. Я провязала 48 рядов с прибавками, так как я показала. То есть в начале и в конце ряда только в лицевых рядах, в тех, которые я указала при расчете, сделала эти 8 прибавок. Прибавила с каждой стороны, получается, по 8 петель. Всего у меня в полотне, плюс к тем по 28, которые я прибавила, по краям прибавилось еще по 8 петель. И на спицах у меня получилось к концу прибавок 176 петель. Сейчас я довяжу ряд. Когда все 48 рядов были провязаны, я перешла на вывязывание. То есть все я 8 петель прибавила, 48 рядов провязала и начала вывязывать окат. Для этого я распределила петли, отметив их маркером. Если вы не хотите отмечать маркерами, можно просто, или чтобы их не переснимать, между петлями поместить маркеры или просто считать. Значит, по моему расчету, как я говорила, у меня там было 41 петлю я захватила и распределяла 9 и 4 раза по 8. Здесь у меня столько петель нет, поэтому я сокращу. Как я определила, почему 41 петля? Я захватила лицевые петли, не касаясь узора. То есть у меня окат вывязан только на лицевых петлях. По узору я не вывязывала укороченные ряды. Итак, здесь я разделю сейчас на 3 части. Сколько здесь захвачу? Не считая кромочных. 3, 6, 9. Давайте вот на 3 части разделю по 3 петли. Итак, вот я помещала маркеры от начала через 9, потом 8, 8, 8 и так далее. Даже, наверное, я не буду так много делать, пару раз я пройдусь. Здесь оставлю 4 и 3. И с этой стороны также. Чтобы одно и то же не показывать. 4 и 3. Там, как я сказала, 9, 8, 8. Все маркеры развесила и начала провязывать. Укороченные ряды вязала, не довязывая петли в лицевом ряду, затем в изнаночном ряду. То есть самый первый ряд лицевой, он сначала провязывается до последнего маркера. Не до первого, не до того, который будет здесь с краю, а до последнего маркера. Потому что мы отсюда же делаем скос. Не так, как в реглане сверху вяжется, наоборот, до первого маркера. В данном случае до последних маркеров. Планка также здесь вывязывается в начале. И переснимаю просто эти маркеры. И
и провязываю. Сейчас я довяжу этот ряд до маркеров. Вот я подхожу к маркерам и довязываю до последнего маркера. Довязала его, убираю и вязание разворачиваю. То есть ряд до конца не довязываю. Теперь эту петлю, которую провязала последней, я делаю двойной. То есть нить завожу назад и две нити, которые образовались, снимаю на правую спицу, подтягиваю нить, затягиваю, и получается, что на одной петле у меня две нити. Так же, как обычно я вяжу укороченные ряды при реглане. И дальше довязываю этот ряд, минуя все эти маркеры, которые до этого развесила. Довязываю этот ряд до конца, также до последнего маркера. Сейчас я довяжу до сюда. Так, вот конец ряда. Все предыдущие маркеры переснимаю и довязываю до последнего маркера. Довязала, убираю. Разворачиваю вязание на лицевую сторону. И теперь, подхватывая нить под рабочую, заводя, вернее, спицу под рабочую нить, снимаю петлю и также подтягиваю нить на спице, так, чтобы тоже образовалось две нити одной петли. Дальше провязываю этот ряд, минуя все маркеры, которые у меня на спицах, довязывая ряд до следующего последнего маркера. Здесь у меня сейчас было бы, если бы у меня было 10 рядов, я провязывала, еще бы были маркеры. Здесь остался у меня один. То есть довязываю каждый раз до последнего маркера. Сейчас довяжу до сюда. Итак, я пришла к последнему маркеру. Снимаю его и также разворачиваю. Снова делаю двойную петлю, снимаю ее, две нити получается, и опять дальше провязываю снова до последнего маркера на следующей стороне. И в конце изнаночного ряда также довязываю до последнего маркера, убираю, и все. Когда все маркеры провязаны, здесь я до конца ряд не довязываю после последнего маркера, также его разворачиваю, так как я начинала с лицевого ряда провязывать. Эту петлю также снимаю, делаю двойной, подтягиваю нить. И провязываю теперь вот эти два ряда выравнивающие, как я сказала, при расчете уже полностью до конца ряда. То есть сейчас в этих двух рядах я выровняю, вернее не выровняю, как правильно сказать, но я их называю выравнивающие. Я провяжу все эти двойные петли, чтобы они опять стали обычными петлями. Сейчас уже довяжу. Здесь уже несколько будет таких двойных петель, то есть сколько разворотов, столько их будет двойных. Вот я пришла к первой, значит, вот она, первая петля, ее хорошо видно. И я ее провязываю под эти две нити, захватывая лицевой петлей.
И следующая петля опять у меня двойная, захватывая 2 нити, но это тут так, как при реглане. Провязываю. Затем провязываю до конца уже ряд с планкой. Разворачиваюсь на изнаночную сторону. Также вывязывая планку эту 3 петли, остальные петли по узору, как вязала. Провязываю этот ряд также до конца. И здесь в этом изнаночном ряду также двойные петли уже будут провязаны. И на этом будет вязание оката рукава или скоса провязанным. После того, как я это все выполнила и провязала эти 12 рядов, как показывала по расчету, я уже просто перешла на платочную вязку и вязала 8 рядов платочной вязки. Сейчас довяжу до двойных. Вот двойная петля. Ее также под 2 нити просто провязываю изнаночной. Следующая. Провязываю. Здесь тоже вяжу уже планку. Все петли выровнены. 12 рядов было провязано. Дальше я уже перестала вязать здесь узор и провязывала все петли платочной вязкой. На всех петлях я вязала просто платочную вязку, то есть лицевые петли. Но по краям также продолжала вязать двойную кромочную. А все остальные петли платочной вязкой. Так провязала 8 рядов. Провязав эти 8 рядов, я сняла все петли на дополнительную спицу и оставила их открытыми. Покажу это на самой спинке. Вот шел узор. Здесь вывязывались укороченные ряды. Когда я закончила их вязание, полностью уже по всему полотну вязала эту дорожку. Вот 4 дорожки, это 8 рядов платочной вязки. Далее делаем расчет полочек. Полочка — это половина спинки. Половина спинки только с вырезом горловины. В данном случае я вывязала такую горловину. Как я рассчитывала? Я исходила из ширины сначала спинки, то есть на спинке у меня было 6 раппортов узора. Для полочки я определила 3 раппорта узора. И плюс, соответственно, планка. Количество петель подсчитала так. Эти 3 раппорта узора умножила на 15 петель раппорта в ширину узора. Получилось, что на полочке у меня будет узором связано 45 петель. Планку я вязала так. Двойную кромочную, 6 петель платочной вязки и 3 петли у меня было до узора лицевой глади. Всего планка вместе с этими петлями лицевой глади составляла 11 петель. Полное количество петель я посчитала так. На спинке у меня по краям от узора было по 6 петель лицевой глади. Я их сюда добавила также, потому что, как я сказала, полочка — это половина спинки. Если я на спинке вязала здесь по 6 петель лицевой глади, то и на полочке я должна провязать так же. Так будет более красиво смотреться, и кроме того сойдется узор по боковой части.
И так распределила так. Со стороны шва кромочная, 6 петель лицевой глади, 45 петель узора, как я посчитала, и 11 петель планки. Вторая полочка, соответственно, в обратную сторону. С начала ряда вяжется планка, узор, в конце 6 петель лицевой глади и кромочная. То есть симметрично. Эта полочка левая начинается с 6 петель лицевой глади, заканчивается планкой. Эта полочка начинается с планки, заканчивается 6 петлями. В центре узор. Теперь нужно рассчитать убавки по горловине, сколько нужно сделать убавок. Для этого нужно определить ширину горловины. Я для себя определила, что я хочу ширину горловины по спинке 13 сантиметров. И рассчитала. В 13 сантиметрах у меня по моей плотности вязания 13 умножила на 2, 26 петель. Итак, я рассчитала, ширина спинки, вернее, полностью по спинке с рукавами у меня в конце было 176 петель. От них я отнимаю 26 петель горловины, получается 150 петель. То есть вот эта часть у меня была 176 петель. Снята на дополнительную спицу. Отнимаю от них эти 26 петель горловины, получается 150. Так как полочки 2, делю пополам, получается, что здесь 26 петель. И эти 150 я делю пополам, получается, что здесь должно остаться на полочке после убавок горловины у меня по 75 петель, чтобы я петля в петлю соединила ровно плечо. Я рассчитала. На полочке у меня 63 петли. Затем я, так же как на спинке, прибавила 28 петель рукава. Затем прибавила, вот так буду показывать, 28. Затем 8 еще прибавила. Получилось 99 петель на полочке. Отняла эти 75 петель, которые должны были у меня остаться, и получилось, что мне нужно было убавить 24 петли. И убавляла я так. Я провязала ровным полотном полочку 84 ряда. Вот здесь провязала ровно 84 ряда. И затем начала вывязывание горловины. Это чуть ниже у меня здесь, ниже, чем на спинке я провязала ровно до начала вывязывания рукавов 96. Здесь тоже до начала вывязывания рукавов 96. Но горловину начала чуть раньше. 84 ряда провязала, и начиная с 85 ряда я начала в каждом лицевом ряду убавлять по одной петле, провязывая по 2 петли вместе лицевой до того момента, пока у меня не осталось, вернее, убавив таким образом 24 петли. В каждом лицевом ряду 24 раза. Убавила 24. И дальше горловину уже не трогала, вязала просто ровно. Убавляла после планки. Вот здесь у меня планка платочной вязкой. После планки провязывала 2 петли вместе лицевой. На этой планке с наклоном вправо, на этой планке с наклоном влево. Покажу на самом изделии. Также все вязала как на спинке. То есть 4 ряда платочной вязки, 2 ряда лицевой глади, затем перешла на узор. И здесь одновременно вывязывала так, как я сейчас в расчете показала планку. 2 кромочные, 6 петель
планки. Так, 6 же, да? Да. 6 платочной вязки планки, затем узор. И в конце также вот до шва 6 лицевых. Провязывала ровным полотном 84 ряда. И вот они убавки. С этой стороны и с этой стороны. А дальше уже вязала просто ровно. Рукав по спинке вывязывается также после 96, когда провязали, точно так же, как я сейчас показывала. На этой полочке набираются петли в начале ряда, на этой полочке набираются, в конце ряда, на этой полочке набираются в начале ряда. Ну, я думаю, это понятно. Ту сторону, в сторону от бокового шва. И провязывала точно так же. Кроме этого, на полочке, так, еще раз, для того, чтобы планку не стягивала, платочную вязку, я провязывала укороченные ряды. Укороченные ряды по планке я провязывала в каждом 8 ряду. Как провязывать укороченные ряды по планке, у меня есть отдельное видео, как вязать цельновязанную планку и как провязывать укороченные ряды, и там же я показываю и двойную кромочную, в общем, там я показываю то, что я вязала здесь. Поэтому я оставлю под этим видео ссылку на то видео, кто не видел, вы посмотрите, там подробно все я показала. То есть здесь в каждом 8 я провязывала укороченный ряд, а по рукаву здесь я не провязывала укороченные ряды. Здесь всего 3 петли, и, в общем-то, даже неплохо, если оно немного и стянет именно на рукаве. Поэтому здесь я укороченных рядов не вязала. Просто как вязала эти 3 петли платочной вязки, так и вязала. А здесь полностью по всей полочке и по ровной части, и там, где вязала уже горловину, в каждом 8 ряду провязывала укороченный ряд. И еще такой момент. Для того, чтобы со стороны убавок у меня узор выглядел симметрично, я изменила на одной полочке направление узора. То есть все в данном случае эти полоски ажурные, они идут в одном направлении. Если начинать обе полочки одинаково, то есть сначала вправо, потом влево, то здесь, когда будете делать убавки, здесь будет все по-разному. Не совпадут ряды, и будет некрасиво. Поэтому я одну полочку вязала так же, как по спинке, начиная с первого ряда. Сейчас я возьму схему. Вот моя схема. Вот 1, 3, 5 и так далее, все ряды. А на второй полочке я начала провязывать не с первого ряда узор, а первым рядом у меня стал 13. То есть вот оно, направление изменилось, и тогда все абсолютно одинаково. То есть я себе отметила, вот я думаю, это видно, первый ряд у меня стал 13, затем 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, первый ряд 13, последний ряд 11. То есть наоборот, вот так провязала. Все остальное также. И тогда узор полностью совпал. Одинаково закончилось. Иначе, с одной стороны, узор закончился бы сюда, а со второй в обратную сторону. И это было бы некрасиво и смотрелось бы несимметрично.
Если вы хотите сделать отверстие для пуговиц, то, соответственно, на правой планке нужно сразу вывязывать петли для пуговиц. Сначала обычно я в таких случаях, когда я вывязываю петли, я вяжу левую планку и по ней уже потом отмечаю, в каких рядах мне удобно сделать петли, и уже при вязании правой планки я знаю, в каких рядах я делаю петли. В данном случае, как я сказала, я сделала магнитную кнопку. Ну, здесь уже по желанию, кто какую застежку хочет. Можно полностью сделать на застежках, можно круглую горловину. Здесь суть была этого видео показать такой рукав, как вязать. Здесь я просто задекорировала 2 пуговицами. Как я сшивала, значит, у меня остались все петли открытыми, и эти 75 петель, полочки и спинки, я соединила по открытым петлям, лицевой стороной друг к другу приложила эти 2 спицы, как я уже не раз в своих видео показывала, по изнаночной стороне, да, вот так я покажу сейчас, лицевыми сторонами друг к другу, и с каждой спицы, провязывая по 2 петли вместе, протягивая через предыдущую, их соединила. То есть провязывая одновременно, закрывая петли. Соединила и затем закрыла петли, оставшиеся по горловине, обычным способом, провязывая петлю лицевой, протягивая через предыдущую, лицевая, протягивая через предыдущую, просто обычным способом закрыла петли. И сшила дальше по изнаночной стороне часть рукава и боковую часть. Соединяла так, как я также показывала уже не в одном своем видео, по кромочным петлям, захватывая кромочную петлю с каждой стороны и провязывая соединительный столбик крючком. По рукаву точно так же. По рукаву захватывала не кромочные, здесь их нету кромочных, а петлю того ряда, который был наборным. Здесь я прятала кончики, я их в шов всегда прячу, кончики нитей. И с лица такой шов смотрится очень аккуратно, практически незаметен, если его не растягивать. И все, после этого изделие было готово. Готовое изделие я постирала. Постирала его в стиральной машине при температуре 30 градусов. Добавила немного кондиционера, так как джинс, особенно с люрексом, немножко жесткая пряжа. И постирала на режиме быстрая стирка, отжим 800 оборотов. Она стала намного мягче, приятнее. И после этого я еще немножко с изнаночной стороны утюгом отпарила. В общем-то, этого можно было не делать. После стирки оно все очень хорошо, все петли расправились. Но мне кажется, и отпаривание оно также придает мягкости изделию. Поэтому немножко, не касаясь полотна, я не касалась его, немножко просто отпарила, подождала, когда остынет то место, которое отпарила, вот так просто руками расправила, и все. Хотя я другие изделия, которые вязала раньше из джинса, я и немного даже могла коснуться утюгом. В общем-то, эта пряжа не очень-то боится утюга. Но здесь все-таки люрекс, и я не стала касаться утюгом, чтобы не расплавить его. Я очень надеюсь, что я понятно рассказала принцип вязания такого рукава. Если остались вопросы какие-то, задавайте, пожалуйста, их в комментариях или в соцсетях.
Я поясню, если вы что-то не поняли. Ну, на этом у меня все. Большое спасибо за просмотр и до встречи в новых видео.